Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. Сегодня я хочу показать вам, как в технике фриволите иглой выполнить вот такие серьги. Вы уже, наверное, неоднократно их видели у меня в Instagram аккаунте. Также они у меня есть и в таком коричневом оттенке. И сейчас вместе с вами я буду их выполнять еще вот в таком оттенке. Для тех, кто работает челноком, скорее всего, эта схема не составит труда. А вот для тех, кто работает иглой, вполне возможно, это будет что-то интересное и новое, потому что в данном случае мы с вами будем имитировать работу челноком, чтобы получить вот такую протяжку из одной нити, а не двух. Эту схему я уже несколько раз отрабатывала на живых мастер-классах, поэтому точно знаю, что даже новичок с ней справится. Если же вы хотите подойти к изучению этой техники более системно, то я вас приглашаю на свой курс по основам фриволите иглой. В данном курсе я шаг за шагом подробно рассказываю, что к чему, и помогаю вам выполнить ваши первые работы. В этой работе я буду использовать нитки Sunbest. Здесь у меня 6 нитей. Также я буду использовать иглу номер 5. С этими нитками вы можете использовать и иглу номер 7. Я же использую иглу номер 5, так как считаю, что новичкам на живых мастер-классах удобнее работать именно с этой толщиной иглы, чтобы можно было действительно хорошо потренироваться выполнять узел. И уже потом, когда они будут знать, как выполнять узел, можно переходить на иглу номер 7. Для выполнения кольца, которое имитирует работу челноком, нам нить нужно отрезать от клубка. Длина нити зависит от длины вот этой полосочки, которую вы хотите получить. Я буду выполнять сейчас вот именно такой формат. Здесь у меня 5 колец. И длина вот этой нити 2 метра. Обычно мы с вами располагаем нить вот таким образом. Здесь у нас идет кончик, заправленная нить в иглу. Далее мы делаем петлю и набираем узлы вот сюда налево. В этот раз, в этой работе, нам нужно нить расположить по-другому. Мы берем, вот у нас идет игла. Я здесь сделаю, чтобы вам было видно этот кончик. И вот кончик с другой стороны. Его мы располагаем вот таким образом. Я здесь оставлю краешек подлиннее, чтобы потом его было удобно заправлять. Но в принципе вы можете его оставлять очень коротким, если будете, например, опаливать кончик и используя нитки полиэстер. Вот в таком положении у нас должно быть начало работы. Выполняем кольцо из 15 узелков. Количество узелков вы можете менять. Здесь нету какой-то четкой одной схемы, то есть все зависит от того, что вы хотите получить. И у нас получается вот эта нить, вот она заправлена. Здесь мы узелки набираем, и вот она идет, формируя такую большую петлю. Теперь мы закрываем кольцо. Смотрите, что у нас происходит. Обычно мы с вами проходим иглой через вот эту петельку. В данном случае нам это делать не надо, просто потому что мы по-другому расположили нить. И кольцо у нас будет уже зафиксировано. Никакой дополнительный узелок делать не нужно. Теперь мы просто от этого кольца отступаем какое-то количество нити, например, вот столько. Опять-таки, какой-то зафиксированной схемы у меня нету. Я просто каждый раз смотрю
по рисунку, насколько мне хочется добавить колец сверху, посередине, либо снизу, какой длины мне хочется сделать эти серьги. И варьирую вот это расстояние. Отступила я здесь, ну, примерно 2 сантиметра. Делаю еще одно кольцо. Сейчас я буду набирать уже 13 узелков. Закрываю кольцо. Вот у нас уже 2 получилось колечка. Между ними протяжка. Третье кольцо. Вновь отступаю какое-то расстояние. Закрываю кольцо. В зависимости от того, как вы будете класть кольцо, вы можете положить его вот таким образом. Ой, извиняюсь, вот в эту сторону. Можете колечко расположить вниз и набирать вот здесь узелки. Можете его расположить вверх и набирать узелки. И в зависимости от этого у вас будет немного меняться направление нити. Видите, у меня получилось это колечко слева, это колечко справа, это колечко снова справа. В принципе, в этих сережках нам нужен такой легкий беспорядок, поэтому какой-то определенной схемы я здесь не придерживаюсь. Но если вы хотите четко, чтобы у вас, допустим, кольцо это смотрело влево, это кольцо вправо, то, соответственно, вы располагаете их таким образом. Смотрите, если мы колечко положим вот так, и сейчас будем набирать еще узелки, то, скорее всего, у нас следующее кольцо будет, мы узелки будем набирать снизу, оно будет закрываться вот сюда, то есть оно будет расположено слева. Если мы вот это кольцо расположим вот так, будем набирать вот узелки таким образом, то, скорее всего, колечко будет снизу, на одной стороне. Почему я говорю «скорее всего»? Ну, потому что у нас нить все-таки закручена, и где-то мы можем не угадать, и нитка раскрутится, и будут все-таки кольца с другой стороны. Итак, опять отступаю немножко и набираю еще одно кольцо. И это кольцо у меня будет с пико. Пико нужно, чтобы затем всю эту цепочку присоединить к швензе. Вот что получилось. И сейчас мне нужно сделать кольца еще и с другой стороны. Их можно делать, стараться сделать симметричными, то есть расстояние между кольцами пытаться сохранить точно такое же, а можно сделать наоборот асимметричными. Для примера, сейчас давайте посмотрим, есть ли у меня что-нибудь для примера. Нет, у меня здесь все совпадают, но я точно знаю, что вот в этих серьгах
У меня даже есть, видите, такая вот маленькая полосочка, а есть еще асимметричные. Сейчас я попытаюсь найти. Вот пример. Видите, с одной стороны вот такая полоска, а с другой стороны вот такая. То есть здесь можно фантазировать. Единственный нюанс: вы когда делаете такую какую-то фантазийную полосочку, помните, что вам нужно будет сделать вторую такую же, чтобы ваши серьги были одинаковые. То есть в рамках одной сережки у вас может быть совершенно тут любая фантазия, которую вы себе захотите сделать, а вторую сережку, если вы хотите, чтобы она была такая же, вам нужно будет все эти полосочки повторить. Не исключаю, что кто-то захочет сделать серьги асимметричными. Например, здесь одну короткую, а вторую длинную. Итак, сейчас я сделаю вторую сторону, покажу вам, что у меня получилось. Вот такая полоска у меня получилась. Я ее сделала немного асимметричной. В горизонтальном положении оно, конечно, выглядит так себе, но когда таких полосок будет несколько, и они будут в вертикальном положении, они под своим собственным весом будут немного вытягиваться вниз. Ну и в принципе у нас будет создаваться такое впечатление воздушных сережек. Так, сейчас нужно заправить кончики. На мастер-классе для новичков я показываю, как это делать иглой. Пришла к выводу, что это новичкам все-таки легче. Но если вы уже умеете заправлять кончики нитевдевателем, то, конечно же, можете использовать и этот способ. Иглой просто проходим через узелок и не через несколько узелков, а вот через один, чтобы не разрушить наше колечко. И так проходим где-то через 6 узелков. Все, ниточку можно отрезать. Таким же образом заправляем и второй кончик. Сейчас буду выполнять еще одну полоску с кольцами. Сделаю ее в этот раз короче. Мне понадобится нить примерно 1 метр. И покажу вам одну маленькую хитрость, которую я использую, чтобы сделать одинаковые полосочки для двух сережек. В этот раз кольцо будет из 11 узелков.
Как я уже говорила, я хочу, чтобы мое расстояние между кольцами было одинаковое. И чтобы себе сделать эту задачу более легкой, я буду использовать шаблон. Выполняю первый узелок, и благодаря этому шаблону у меня получится именно такое расстояние между кольцами. Использую шаблон, чтобы выполнить следующее кольцо на точно таком же расстоянии. Выполняем необходимое количество таких полосочек. Вы можете варьировать это количество. Если вы хотите, чтобы сережка была более пышная, то, соответственно, понадобится большее количество полосочек. У меня будет 7 штук. И сейчас я вам покажу, как они будут выглядеть. Я уже выполнила вот такие 6 полосочек. Как вы видите, они все разные. Решила остановиться на 6 штуках. Не буду делать еще дополнительные. Собрала одну сережку. Убедилась, что мне нравится полученный результат, и уже решила остановиться. Буду их собирать вместе на швензу. И принцип сборки у меня везде одинаковый. Неважно, какую швензу я использую. Здесь, например, у меня вот такая простая швенза. Вот здесь у меня соединительное колечко. И затем идет швенза. И в этот раз я использую вот такую. Сзади есть вот такое колечко. Везде сборка у меня одинаковая. Ну, конечно же, в зависимости от того, какую швензу будете использовать вы можете их собирать каким-то своим способом. Все, что делаю я крючком соединяю детали по 2. То есть беру и через одно пико протягиваю второе пико. Теперь мне нужно 3 эти пико надеть на колечко.
Вот что у меня получилось. Как всегда, надеюсь, вам понравился этот мастер-класс. Если да, буду рада видеть ваши лайки и комментарии под видео. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока!